Вот как бывает у нас в стране. Начинаешь строить гипер, мега, сверхзвуковую суперракету, а получается шале во французских Альпах. Но все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Помните те фантастические мультфильмы о самых современных видах российского вооружения, которые показал Путин в обращении к Федеральному собранию? Это было потрясающе. Лучшая графика, которой позавидовали бы компьютерные игры 90-х годов. Особенно классный был момент, когда ракета обходит препятствия. Тут уже даже депутаты не выдерживают и начинают аплодировать от восторга. Это обход рубежей обороны показываем. И Путин понимает, что всем на самом деле немножко неловко смотреть на эту мультипликацию, и поэтому он поясняет: мы все заменили картинками, потому что настоящая продукция, производимая за деньги, которые мы выделяем российской оборонке, она настолько секретная, что никому нельзя вообще показать. Можно вот только компьютерную графику. В силу понятных причин мы не можем сегодня показать истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это сегодня имеет значение. Серьезное значение. Думаю, всем это понятно. А мы покажем. И пусть нас власти обвинят в непатриотичном поведении. И пусть нам скажут, что мы русофобы. Товарищи, давайте рассмотрим эти фотографии. Что их объединяет? Ну что, невооруженным взглядом видно. Признаки русофобии у всех на лицах. Как вы это определили? По каким признакам? На первый признак – это глубокая посадка глаз. Смотрите, глубокая. Дальше смотрим. Но мы все равно покажем эти секреты. Строящиеся за деньги, выделяемые на передовое вооружение. Большинство из этих летающих штуковин, о которых рассказывал Путин, производит государственная корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Последние много лет у нее два главных руководителя. Генеральный директор Борис Обносов, доверенное лицо Путина, большой фанат его власти. Есть еще председатель Совета директоров. Сейчас это один из основателей «Единой России» Борис Грызлов, но до него долгие годы трудился наш с вами старый знакомый, любитель красивого отдыха на яхте в компании девочек из эскорта Сергей Приходько, советник Путина, первый заместитель руководителя аппарата правительства. Конечно, вы его помните по нашему весьма популярному расследованию о девушке Насте Рыбке, олигархе Дерипаске и вот этом самом необъяснимо богатом Приходько. Ответ один. Охотница Настя и так прекрасно знает, кто такой Сергей Эдуардович. Потому что Сергей Эдуардович сидит во время этого разговора рядом с ней на яхте. И это Сергей Эдуардович Приходько, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Ну так вот, сегодня «Новая газета» выпустила замечательное расследование о том, как разворовываются деньги в корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Например, все закупки этой госкорпорации, а это многие миллиарды рублей, делает специальная фирма, назначенная решением генерального директора Обносова. Такая вот получилась посредническая контора, которая берет себе процент. И 20% этой фирмы в 2014 году оказались у 23-летней девушки по имени Ольга Зорикова, которая вовсе даже и не ракетостроитель, как вы могли бы предположить. Если вы потратите какое-то время и поищите в интернете Ольгу Зорикову, то вы ее найдете и обнаружите, что она визажист и парикмахер, делает невестам на свадьбу прически. Может быть, прически хорошие, но почему? Десятки миллиардов рублей военно-промышленного комплекса должны проходить через контору какой-то непонятной девицы. Думаю, вы уже догадались. Ольга Зорикова
родная доченька генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, доверенного лица Владимира Владимировича Путина. Почитайте этот материал «Новой газеты», ссылка есть в описании, там много интересного, но нас-то интересовал другой руководитель военной госкорпорации, старый знакомый Сергей Приходько. И мы параллельно с «Новой газетой» искали имущество этого жулика и вора, которое он оформляет на членов своей семьи. И обнаружили его зятя, Ивана Садчикова, который ведет бизнес с дочерью и зятем Бориса Обносова. Бизнес совершенно потрясающий. Такому вас ни на одном бизнес-тренинге никогда не обучат. Дочерние компании военной корпорации «Тактическое ракетное вооружение» строили какие-то объекты. Например, гигантский зерновой элеватор в Таганрогском морском порту. И, кстати, отдельно смешно, что вот ни у кого в правительстве, или в Министерстве обороны, или в ФСБ не возник вопрос: а извините, нахрена ракетная корпорация тратит миллионы долларов на строительство зернового элеватора? Ну вот так или иначе, они его строят. Они задолго до завершения строительства берут и продают зятю Обносова и зятю Приходько в 7 раз дешевле рыночной стоимости. Ну то есть схема. 2 путинских чиновника руководят секретной военной корпорацией, а их дочери и зятья зарабатывают деньги на том, что присосались к деньгам этой корпорации и реализуют разные проекты за ее счет. Ну, то есть за ваш счет, ведь вашими налогами заполняется огромный военный бюджет России. А теперь, друзья мои, я хочу вас отвезти во французские Альпы. Потому что, как это ни дико звучит, деньги, украденные на российских ракетах, инвестируются именно сюда. Я, кстати, настаиваю, чтобы вы отдельно оценили один момент. Вот Сергей Приходько, как чиновник правительства, по поручению Медведева занимается именно подготовкой ответных антизападных санкций. Вот он хорохорится в интервью, мол, мы не намерены просить Европу отменить санкции. Это вопрос их политической зрелости. Или в другом интервью: западные санкции нам нипочем, наше партнерство непоколебимо. Конечно, непоколебимо, Сергей Николаевич. Ваше личное и вашей семейки партнерство с Западом непоколебимо настолько, что ваша дочь Светлана Приходько является директором и совладельцем французской фирмы, специально зарегистрированной в 2014 году для покупки и управления конкретной недвижимостью, а именно шале во Франции. Мы получили об этом сведения из официального публичного реестра, а потом запросили кадастр этого шале и выяснили, что принадлежит оно другой французской фирме Окила Сарл, стопроцентным владельцем которой является ваш зять Иван Садчиков. Тот самый, что делает бизнес на госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение», где вы 10 лет служили председателем совета директоров. Ну что, летим смотреть шале? Мы над французским горнолыжным курортом Межев, прямо возле границы Швейцарии и Италии. Это не просто небольшой красивый город в горах, это еще и один из самых престижных лыжных курортов в мире. Большое количество подъемников готово доставить любого отдыхающего прямо от мощенных улочек и ароматных багетов до вершины высотой 2 километра, откуда открывается великолепная панорама на гору Монблан. А теперь подлетим поближе. Прямо перед нами то самое шале. От здания до подъемников всего пара сотен метров. Площадь дома 170 квадратных метров, а под ним 11 соток драгоценной французской земли. Мы предполагаем, что семья Приходько приобрела этот дом в 2014 году через цепочку других компаний. А в 2016 году, это вот уже точная информация, все оформлено официально на личную французскую фирму зятя Приходько. Если вы чувствуете легкое разочарование от того, что это не какой-то там помпезный дворец, а такой невзрачный домишко, то вы заблуждаетесь. Это супер элитное место с безумно дорогой землей. И вот этот домик стоит 2 миллиона 100 тысяч евро. Теперь взглянем на документацию объекта, которую мы тоже получили совершенно официально. Шале построено из деревянных бревен. Там есть
подвал, 3 подвальные комнаты, скорее всего для вина, кладовка, на первом этаже 3 спальни, 2 ванные комнаты, туалет, деревянная терраса. На втором этаже спальная комната с балконом и ванная с туалетом. Вместе с шале была получена мебель, среди которой есть, например, постельные принадлежности для разных комнат за 4700 евро, матрасы за 7500 евро и даже шторы с карнизами за 10 тысяч евро. В общем, классное место. Поздравляю Сергея Приходько, его дочь, его зятя с тем, что они так удачно пристроили деньги российского военного бюджета. Но а всех остальных я хочу спросить, ну и как вам это? Вот для нас из телевизора они говорят про суперсекретные госкорпорации, ракеты, эффективный военный бюджет, санкции против Запада, патриотизм, хлопают друг другу. А реальность за этой путинской картинкой – офшоры, шале в Альпах, зятья и дочки в этой суперсекретной корпорации резвятся как хотят и распиливают миллиарды, выводят их за границу. Спецслужбы либо молчат, либо настолько некомпетентны, что не способны это заметить. Поэтому, если вам кажется, что Путин навел какой-то порядок в оборонке и закупке вооружений, то не верьте в это ни секунды. Все развалено. Специалисты разбежались. Те, что от СССР остались, но они уже старенькие, а новых просто нет. Мы до сих пор используем технологические разработки 80-х годов Советского Союза. Развалили, разворовали, а деньги вывели на Запад. Вот схема действия путинской элиты в сфере военно-промышленного комплекса. Ваш личный шаг для противостояния этому – распространите этот ролик. Особенно тем, кто работает в структурах корпораций тактическое ракетное вооружение, всем, кто работает вообще в системе оборонной промышленности, всем военным и тем, кто связан с армией. Но пусть они посмотрят и пусть они сами сделают вывод о том, кого надо поддерживать. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.